США и Россия — две державы, которые продолжают оказывать существенное влияние на мировую политику. Любые переговоры или договоренности между ними могут менять не только двусторонние отношения, но и косвенно влиять на страны постсоветского пространства, в том числе на Таджикистан. Таджикистан является одной из ключевых республик Центральной Азии, имея общую границу с Афганистаном и располагаясь в стратегически важном регионе. Безопасность и стабильность Таджикистана во многом зависят от крупных внешних игроков — Россия, Китай, США, которые поддерживают или ограничивают друг друга в регионе. Какие же интересы Таджикистана в условиях диалога между США и Россией? Безопасность и борьба с терроризмом. Одним из главных интересов Таджикистана на международной арене является обеспечение безопасности, особенно учитывая соседство с Афганистаном. Россия традиционно рассматривается Душанбе как ключевой партнер в военной сфере, при этом США также заинтересованы в поддержании стабильности в регионе, в особенности после вывода войск из Афганистана. Если Вашингтон и Москва сумеют найти согласованные решения по ряду глобальных и региональных вопросов, Таджикистан может получить дополнительную поддержку в борьбе с радикальными группировками и при укреплении границы. Экономика и инвестиции. Экономика Таджикистана сильно зависит от внешней финансовой помощи, денежных переводов трудовых мигрантов из России, а также от зарубежных инвестиций. Если переговоры между США и Россией приведут к смягчению санкционных режимов или хотя бы к деэскалации напряженности, то потенциально у Таджикистана может появиться больше возможностей для экономических связей. Однако, если противоречия между странами сохранятся или усилятся, это может негативно сказаться на доступе к международным рынкам и финансам, а также отразиться на темпах экономического развития республики. Политические маневры. Таджикистан старается проводить достаточно гибкую внешнюю политику, сотрудничая и с Россией, и с западными государствами, и с Китаем. Любое потепление в отношениях между США и Россией дает Таджикистану больше пространства для маневра и балансировки, поскольку снижается риск чрезмерного давления со стороны одной из сил. Наоборот, при обострении противоречий Душанбе вынужден лавировать куда аккуратнее и, вероятно, делать ставку главным образом на Москву как на исторического союзника. Возможные сценарии развития событий. Позитивный сценарий, частичное согласие и разрядка, если диалог между США и Россией хотя бы точечно будет успешным, это может привести к ослаблению геополитического напряжения, что создаст более предсказуемую обстановку для Таджикистана, расширению экономических возможностей и появлению новых инвестпроектов, в том числе в области энергетики или инфраструктуры, укреплению региональной безопасности при совместном противодействии угрозам из Афганистана. Негативный сценарий, эскалация и ужесточение санкций, если переговоры, наоборот, зайдут в тупик или приведут к усилению противостояния, это может спровоцировать дальнейшую поляризацию региона. США и их союзники будут давить на Россию, а Москва, в свою очередь, потребует от союзных государств жесткой лояльности. Сложности в денежных переводах и экономических связях, из-за чего могут пострадать трудовые мигранты из Таджикистана. Уменьшение внешней финансовой помощи и ограничение доступа к технологиям или зарубежным рынкам, если Таджикистан окажется втянутым в санкционные ограничения. Часто переговоры между крупными державами идут волнообразно, периодические шаги к урегулированию сменяются новыми точками конфликта. Для Таджикистана в этом случае главным вызовом остается необходимость сохранять стабильность внутри страны и добиваться помощи от всех возможных партнеров, не пересекая красные линии, которые могут осложнить его отношения и с Россией, и с США. Безопасность как приоритет. Таджикистан заинтересован в снижении международной напряженности и готов поддерживать любые совместные инициативы США и России, направленные на укрепление стабильности в Центральной Азии и Афганистане. Экономическая выгода.
Республика нуждается в диверсификации экономических связей, поэтому любое смягчение противостояния на международной арене способствует притоку иностранного капитала. Баланс интересов. Таджикистан, как и многие страны региона, стремится выстраивать многовекторную политику. Стабильные отношения США и России упрощают проведение такой политики. В случае обострения противоречий Душанбе оказывается перед выбором, что сужает пространство для маневра. Роль третьих игроков. Нельзя забывать о Китае, который активно расширяет присутствие в регионе. Переговоры между США и Россией могут повлиять и на китайскую активность. При усилении конфликта с США Россия может еще больше сближаться с Пекином, а значит, Таджикистан будет втянут в новые экономические проекты с китайскими компаниями. Итог. Таким образом, для Таджикистана переговоры между США и Россией — это не просто тема где-то далеко, а фактор, имеющий прямое влияние на безопасность, экономику и внешнюю политику страны. Прогнозировать единственно верный сценарий сложно, поскольку многое зависит от текущей геополитической обстановки и интересов обеих сторон. Однако в любом случае в интересах Душанбе поддерживать стабильные отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном и другими глобальными игроками, чтобы обезопасить страну от рисков и максимизировать экономические и политические выгоды. Если мы переведем это в формат полноценной новостной статьи, она могла бы выглядеть примерно так. Переговоры США и России. Какой сигнал для Таджикистана? На фоне глобальной напряженности между США и Россией многие страны, включая Таджикистан, внимательно следят за тем, как развитие диалога может сказаться на региональной безопасности и экономике. Таджикистан, располагаясь на стыке региональных интересов, потенциально может оказаться в центре новых возможностей или, напротив, столкнуться с дополнительными вызовами. Эксперты указывают, что любые договоренности или разногласия между Вашингтоном и Москвой отразятся на геополитическом балансе в Центральной Азии. Безопасность остается для Душанбе ключевым приоритетом, учитывая близость к неспокойному Афганистану. Таджикистан рассчитывает на совместные усилия США, России и других стран в вопросах стабилизации региона. В сфере экономики возможное смягчение санкций против России способно стимулировать инвестиции, что позволит Таджикистану усилить торговые и инфраструктурные проекты. Однако в случае эскалации противостояния и новых санкций возрастает риск осложнений для труда мигрантов, валютообмена и внешней торговли. Таджикистан, имея тесные связи с Россией и одновременно пытаясь расширить партнерство на Западе и в Китае, будет вынужден балансировать в условиях меняющейся международной конъюнктуры. Однако, сохраняя многовекторность внешней политики и открытость к сотрудничеству, Душанбе стремится извлечь максимум пользы из любых позитивных сдвигов в диалоге США и России. Такая обширная новость должна дать читателям общее представление о том, почему переговоры Вашингтона и Москвы имеют значение для Таджикистана, какие факторы на это влияют и к каким последствиям могут привести в будущем.